Если тебе кажется, что тебя обманывают, это тебе не кажется. Банковская система создана так, чтобы человека загнать в минус, чтобы вот его стимулировать работать. Приезжайте, вас ждет Израиль, все будет хорошо. Страна успешных людей, успешных кейсов. Как-никак, ну ты представляешь, страна молока, меда, Ну да. рай на земле, море, пальмы. Все так устроено в Израиле неспроста, потому что вот эта минимальная система оплаты труда, это вот как раз то, на что, скорее всего, могут и претендуют подавляющая часть Израиля. И мало у кого зарплата отличается от минималки. И это все стимулирует тебя именно брать доп. Часы, брать ночные, брать шаббат, все что угодно. Не было такой лужи, такой ямы с говном, куда бы я не упал и не извалялся полностью. Но это же такое, это вот, знаешь, издержки Ближнего Востока. Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео не про красивые истории и не про успешную интеграцию. Этот разговор о реальном опыте репатриации в Израиль. Без глянца, без обещания, что все будет хорошо и без розовых очков. Об этом не принято говорить вслух, но на практике сложилась система, в которой профессиональный опыт обнуляется, а специалистов с десятками лет стажа вынуждают начинать все с нуля. Особенно это ударило по водителям грузовиков. После реформы Министерства транспорта не имеет значения, кем ты был и сколько лет отработал. Ты можешь водить многотонные фуры по всей Европе, иметь международные лицензии и допуски, а в Израиле этот опыт обнуляется. И в итоге людям приходится переучиваться за свой счет и тратить на этот процесс несколько лет, вместо того, чтобы несколько лет успешно работать по профессии и зарабатывать деньги. Под лозунгами безопасности и стандартов возникает необходимость дорогостоящего переобучения, которое для многих оказывается просто недоступным. В результате дефицит водителей по всей стране и тяжелая адаптация для конкретных репатриантов, которые приехали работать, а не начинать все с нуля. Важно уточнить в этом видео опыт конкретного человека, но с этой проблемой сталкиваются водители грузового транспорта, переезжающие в Израиль. Это интервью не жалоба и не попытка отговорить. Это честный разговор о том, почему люди с опытом и желанием работать в итоге уезжают обратно. Друзья, если вы задумываетесь о репатриации, особенно рекомендую вам посмотреть это видео до переезда в Израиль. Привет. Да-да, Алексей, приветствую. Приветствую всех зрителей твоего канала. Давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты, откуда. Меня зовут Алексей, я родом из города Пенза, из России. Мне 50 лет. Большую часть жизни я прожил в России. Закончил автомобильно-дорожный институт. Ну и так сложилось, что большую часть жизни я связан с грузоперевозками. Были разные этапы. Начинал еще в конце 90-х, в начале 2000-х, начинал там с маленьких автомобилей, потом дорос до 3 трейлеров своих. В 2011 году у меня было 3 грузовика. Ну, потом уже пришло время, пришли монополии в России, стало все укрупняться. И трудно мне стало содержать этот весь парк, платить кредиты. Я вернулся к одной машине и вот работал до последнего, до 2019 года. Я работал сам один на своем трейлере, как водитель, как директор, как слесарь, как все функции исполнял. Ну, параллельно с этим хочу сказать, что я так увлекаюсь, у меня хобби, я занимаюсь мототуризмом. Каждое лето какое-то отдельное путешествие. Сначала это были путешествия по России, потом это были страны СНГ, Турция. И вот мы с женой в 2019 году у нас было большое мотопутешествие в Европу. Приехали такие из путешествий через 40 дней, такие заряженные, вдохновленные, ну, как туристы, все понравилось. А у меня уже до этого, знаешь, такие были мысли, что как-то вот, знаешь, бизнес весь этот перевозочный монополизировался, все как-то, знаешь, стоит на месте, не развивается. Ну, и я уже устал вот от какого-то, знаешь, однообразия, и хотелось, ну, чего-то пробовать другое. Не обязательно идти в рост, просто хотел что-то другое. И после вот этого мотопутешествия мне так захотелось, ну, попробовать себя в Европе, поработать в Европе, посмотреть изнутри, как это все устроено. Тем более, ну, представляешь, столько стран вместе, столько культур, народов, все это интересно было мне очень. И в то время еще все было относительно просто. У меня была на тот момент обычная испанская туристическая виза. Я приехал на своем автомобиле из России в Эстонию. Ну, там мне помогли. Люди подсказали хорошую фирму. И вот так я приехал в Европу. Очень было на тот момент, не только на тот момент, а вообще в Европе очень просто, потому что все это
в одной, так скажем, Женевской конвенции, поэтому водительское удостоверение профессиональное, оно, соответственно, конвертируется и в Европе. Нужно только пройти короткий курс, это называется в Европе код 95, когда ты подтверждаешь свою квалификацию в Европе на эту профессию, ну и потом ты все меняешь водительское удостоверение на европейское без экзамена, меняешь карту в тахограф. Я вот еще в своем случае я пошел на дополнительное обучение на АДР, на перевозку опасных грузов. Ну, все это у меня вот заняло буквально все подтверждение документов не больше 10 дней. И уже, то есть, если я приехал в конце 2019 года в Европу, я уже в январе, у меня уже был первый рейс, был стажировочный. Мы поехали в Германию, в Голландию, первый раз с человеком, который первый раз не отправляет человека. Я прошел стажировку и вот так вот начал работать в Евросоюзе. Причем Израиль? Как попали вообще в Израиль? Ну, Израиль, это все это, знаешь, как бы было параллельно. Мы как с женой задумывались об этом, то, что у нас есть возможность, мы можем репатриироваться, у жены есть право, она второе поколение, есть право у меня, там, я, как это сказать, тройка, да? То есть, вот мы решили, что если есть такая возможность, что, ее нужно использовать, да, как-никак, ты представляешь, страна молока, меда, Ну да. рай на земле, море, пальмы, это же все такое. Вот. И мы так решили, что мы вот займемся этим. И первая консульская проверка у нас был, по-моему, декабрь 2020 года. Когда ты поехал работать в Евросоюз, почему не подумали туда переехать? Я не могу точно тебе сказать, это для меня, знаешь, тоже был такой эксперимент. Мы поехали, то есть я поехал, я начал работать, и я как бы прекрасно понимал, что, и вообще Эстония, я тебе так скажу, что как государство, оно очень так щепетильно относится к выдаче вообще каких-либо документов, разрешений, гражданств. Страна такая достаточно моноэтническая, Эстония. Там есть очень строгие квоты на приезжих, там, по-моему, не более 1% в год от числа населения может быть граждан. Ну, моя жена тоже, кстати, она получила после меня эстонский вид на жительство. Ну, ты знаешь, во-первых, я всегда тяготел как-то к более южному климату. Ну, Эстония — это вот как Петербург, примерно такое вот северное, серое низкое небо, переменчивая погода, влажность. Ну, к тому же, представляешь, мы знали, что мы в Израиле можем, с первого дня стать, как ничего не доказывать, да, стать полноценными гражданами. Поэтому вот путь именно поехать в Израиль, он мне казался всегда как-то более, знаешь, таким привлекательным. С какими трудностями столкнулись на этапе консульской проверки? На этапе консульской проверки там были там архивные документы, были там свидетельства о рождении там наших предков, там были подтверждения национальности, но потом, я вот сейчас я тебе не скажу точно, какой документ, за какой-то справкой мы обращались, дополнительно потребовал консул, нужно было делать запрос в Красный Крест, и это заняло время, и консул перенес проверку. Ну а так, в общем-то, особо проблем не было. Наоборот, на первой консульской проверке была такая приятная женщина, она меня сильно подбадривала. У тебя классная профессия, ты приедешь, ты хорошо реализуешься, Израиль тебя ждет, у вас все будет замечательно, все получится. И я такой, знаешь, после этого я уже, после этого диалога в консульстве я ехал на работу в Европу, у меня уже, знаешь, такое было море по колено, я понимал, что мне еще тут вот где-то поработать, там на севере немного, мы скоро поедем, и я этим самым буду заниматься в Израиле. Ну вот на тот момент мне это все так казалось. А вот кроме профессии, сейчас мы об этом поговорим отдельно, было ли что-то такое, что тебе или вам вообще, вам с женой рассказали, а это потом не подтвердилось? Ну, ты знаешь, вот основную ставку я, конечно, делал именно на водительское удостоверение категории С и Е, и я до этого как пытался найти информацию об Израиле, тогда... Вот, кстати, сейчас уже благодаря твоему каналу, еще другим, да, уже много различной информации. А буквально 6 лет назад, 7 лет назад было гораздо меньше информации. Были в основном ролики, так, знаешь, обо всем и ни о чем. Такие. А вот более конкретной информации не было. Ну и поэтому вот мне казалось, что все оно как бы гораздо более, скажем так,
в розовом свете я все видел картинку. Мгм. Израиль. Ну, кроме этого ничего как бы, да, такого не говорили? Приезжайте, вас ждет Израиль, все будет хорошо. Страна успешных людей, успешных кейсов, все будет классно. А твоя жена, она чем занимается? Ну, моя жена, она педагог раннего развития, она не работает в школах, она не работает в детских садах, она, как так получилось, она работает в семьях. В семьях частным педагогом занимается с детьми, как репетитор, как, ну, вот сопровождает. Ну, это, знаешь, в семьях у достаточно состоятельных людей, скажем так. Вот этим она занималась в России последние годы, и, ну, были мысли, что, может быть, как-то можно и на Израиль будет тра- перевести вот эту деятельность. Ну, вот такие у нас были планы изначально. Мгм. Ну и вот расскажи про сам переезд, как это было. Был ковид, он уже был на стадии завершения, этот проект ковид, но он еще не до конца закончился. Нас отвезли в Дан Панорама в отель. Ну, наверное, все репатрианты проходят через этот отель. Я не помню, 10 или 14 дней мы сидели. У нас был номер на две части. У нас ребенок, дочка уже достаточно взрослая на тот момент была, у нее была своя комната, свой номер. У нас был свой. Это как номер на две двери. Нам 3 раза в день приносили питание, и мы сидели, ждали, смотрели YouTube, жизнь в Израиле. Только вот там, в отеле, мы начали немного уже знакомиться с ивритом, вот, честно. После, так как мы уже заявили, что мы едем на Рию, у нас было такси, но, может быть, была ошибка, то, что мы не арендовали жилье заранее. И мы рассчитывали, что мы приедем, там на месте разберемся, тем более уже здесь на месте Министерство абсорбции дает на первые дни там проживания, дает как аналог гостиницы. Ну, она такая, конечно, оказалась немного странной, гостиница в Нарии. Это такое общежитие, где, ну, как сказать, там, видимо, я так понимаю, что вот репатрианты, они все разные, да, и вот репатрианты из Эфиопии, например, они могут там долгое время не жить, может быть, даже несколько лет. И мы, когда приехали, там все здание девятиэтажное было заселено такими чернокожими людьми, и я так понял, что они там уже жили постоянно и много лет в этом месте, вот в этой гостинице. Ну, мы, конечно, пришли, 3 таких металлических было кровати, панцирные сетки, все такие разной высоты, сквозняк, мелкие таракашки под раковиной. Ну, такое, знаешь, не очень такой был. Первая ночь у нас такая была, скажем так, мрачная. Это еще декабрь, дожди, очень холодно в этом номере. Мы там как-то путались в этих одеяльцах. Ну, думали, все, сейчас наступит утро, мы срочно идем решать вопросы. Было бы чуть-чуть, может быть, там, знаешь, покомфортнее, мы бы там задержались на несколько дней, сняли бы какое-то более жилье, а так у нас был такой, знаешь, авральный режим, нам срочно хотелось с этой гостиницы съехать. И мы пришли на утро, мы пошли в Ирию своими ножками, отправились в центр Нари, это около 40 минут ходьбы. Ну, знаешь, такое было в первое впечатление, конечно, было так удивительно, то, что вот это, знаешь, то, что, может быть, первое впечатление, оно самое верное. Почему-то мне бросались в глаза коммуникации. Вот это безумное количество проводов, сплетения, пучки, вот эти трубы снаружи зданий. Вот это все так как-то сделано было слишком небрежно, так, наспех. Меня еще так удивляло. Почему так? Вывески все как-то, знаешь, ну, ну, необычно. Для меня это, конечно, было очень все необычно. Вот, пришли мы в Ирию и там оформились, там нас повели в банк, ну, все как обычная процедура репатриантов, повели в Апаалим, банк Апаалим, мы начали открывать счет. И вот у нас случилась такая ошибка, мы начали искать жилье, но мы уже тогда понимали, что вот эта сумма корзины, которая выделяется на нашу семью, это там было около 5000 шекелей, Мгм. 5600, по-моему. Это, В месяц? да, в месяц на троих. Это было, ну, наверное, маловато, чтобы снять какое-то нормальное жилье, нормальную квартиру. Уже порядок цен на тот момент по стоимости квартир я понимал. И тут мы такую ошибку совершили. Мы сняли квартиру, ну, можно сказать, этаж у одного, как впоследствии оказалось, не очень хорошего человека. Русскоязычный репатриант из Москвы, который жил уже 2 года, военный пенсионер, достаточно в преклонном возрасте человек. Он снимал в Нари
старую виллу. Это, наверное, одно из первых зданий на Арии. Такой красивый дом в немецком стиле. Большая вилла, непривычно для Израиля, с большим земельным участком. И там был полностью свободен второй этаж. И вот то, что там не нужно было, ну, как получается, то подселил к себе людей, как на субаренду, нелегально, знаешь, там за 2000 шекелей, без арноны, соответственно, все это было. Вот. А он на тот момент, так еще совпало, он на тот момент, у него была фирма Хевра, он занимался никайоном промышленным. И тут нам Ирия сообщает, что ковид, группа не сформирована, ульпан у вас будет только в феврале. И вот у нас 40 дней свободных впереди до начала ульпана. Мы понимаем, что корзины нам явно не будет хватать. И тут работодатель на первом этаже. Все сходит, понимаешь, все, красота. Вот, мы начали с ним работать, с этим работодателем. А для него это вообще, для него это, ну, просто кладезь был. Водитель, все, может, утром в 4 утра я просыпался, грузил... Подарок судьбы. Да, подарок судьбы абсолютно инициативный, подвижный, трудолюбивый. Я в 4 утра вставал, пил кофе, грузил пылесосы, бочки с химией в этот каблучок. Там было два автомобиля, был универсал и был каблучок. И потом ехал, забирал еще Марка, парня, там девочку Наташу в Крайот, и Марка в Хайфе забирал. И мы ехали на тот момент, уже не помню название, строился отель в Тель-Авиве на набережной. Он уже был в стадии завершения, там нужно было делать промышленный никайон. Вот мы этим там занимались 3 недели, пока нас оттуда с позором не выгнали. Ну, потому что мой работодатель, он как бы сам не особо в этом разбирался во всем. Он подписывался выполнять работы, не понимая их объема, и не зная иврита, и не понимая в конечном результате, что от него требуют. Мы заходили в такие огромные помещения, это были цокольные подвальные этажи, огромные кухни для приготовления пищи, производственные помещения. И это все было построено палестинскими рабочими в основном. Это все было заляпано, залито краской, забрызгано. А в Израиле я заметил очень крутые стройматериалы. Краска – это краска, цемент – это цемент. Это все, понимаешь, такими шлепками было все заляпано, и это все было невозможно очищать. И я помню, что нам запрещали пользоваться кислотой. Ну, мой босс на тот момент... Все нормально, работаем обычными средствами, ничего у нас не очищается, мы чего только не применяли. С каждым пятнышком сидели, все это вроде бы замываешь, потом оно опять вот высыхает, пол опять все то же самое, все грязное. Ну, я помню один случай, это вообще была просто у нас трагедия. Мы пришли на объект во второй половине дня, и весь объект залили этой хунцой. Все, обработали, все, что можно. А чтобы ты понимал, эта кухня, она уже была оборудована по последнему слову техники. Там стояли огромные вот эти духовые шкафы, вот эти разделочные все панели, холодильники, все это хромированное, шикарное. Мы все это обработали этой хунцой, закрыли помещение, думаем, все, кабалан не увидит, утром придем, будем замывать, запах развеется, все будет нормально. Представляешь, я первый прихожу, открываю помещение своим ключом, там 300 квадратных метров, в 7 утра. Я смотрю, слышишь, оно все просто коричневого цвета. Вот это все. Я там, не знаю, там на 100, на 200 тысяч долларов этого имущества. Но все просто коричневое. Все. Но это еще не успело въесться, ты понимаешь? Все, что пришлось сделать, собрать всех, кого можно, забаррикадироваться изнутри от всех проверяющих. Мы день это все замывали, как можно, что можно, я не знаю. В общем, в итоге все это, конечно, я так понимаю, потом все это всплыло. Нас оттуда с позором прогнали, что-то ему заплатили, не заплатили. Но, в общем, по факту работал в основном я. И уже в конце, когда мы уже понимали, что это все надо заканчивать, там еще несколько раз на объект выезжала со мной моя жена. В общей сложности он нас кинул, обманул на 13 тысяч шекелей. Так еще вы же еще там жили, да? Непосредственно в его доме. Или мы это платили ему, это мы платили с корзины за его аренду помещения, а это просто те деньги, что вот мы заработали с женой за это время, за эти никайоны. И, все. Причем он так, знаешь, нагло себя вел. Мне казалось, что мы же так, знаешь, это справедливая страна с таким, знаешь, как мне казалось, социалистическим уклоном. Сейчас мы здесь найдем правду. И вот это вот практически вся моя история Израиля была. То есть буквально этот обман произошел через месяц после нашего приезда. И вот эта судебная история, она длилась 1,5 года.
А, то есть ты в суд пошел, типа, на него? Да, я пошел в суд, я собирал все возможное, я нанял адвоката. В общем, это очень был длительный путь судебный, было несколько этих заседаний. В итоге суд мы вчистую выиграли. Но дальше это самое интересное началось. Суд и служба взыскания ЦАПАЛь, они нам абсолютно никак на это не отреагировали. Доходило до того, что я говорю, ну вот послушайте, вот у работодателя счет в Дисконтбанке, может быть, вы как-то попробуйте там что-то арестовать. Они говорят, а мы не знаем, что там есть счет. Это ты должен предоставить нам данные счета. Я ходил в каждый банк отдельно, платил там по 10 шекелей, давал запрос, вот все, какие банки были в Нари, там 12 филиалов банка. Я в каждый давал запрос, чтобы они мне подтвердили, есть ли у такого человека расчетный счет. И в итоге я все-таки доказал, что есть счет. Счет так не арестовали этот. Я говорю, ну вот у человека там 2 автомобиля, может быть, вы как-то этим займетесь, еще чем-то. Ну, в общем, это было позорище. Причем, я так догадываюсь, он все это заранее знал. С ним уже, с этим человеком, я думаю, до меня уже не раз судились. И все проиграли, в смысле, все выиграли суд, и никто ничего не получил. Поэтому он себя вел очень уверенно. Ну, вот это вот такой был опыт, который вот все наше время был с нами. Мгм. Ну, а почему вообще изначально в Нары поехали? Есть же много городов в Израиле. Ну, в Нари уже на тот момент жила сестра моей жены. Они годом ранее репатриировались. Плюс, мне казалось, такой город, он последний город перед границей. Сразу за город, очень город курортный, широкая береговая линия. Город красивый. Я смотрел одного блогера, который тоже репатрировался годом ранее из Казани. Он там занимался на тот момент сдачей посуточного жилья в Нари, он снимал красивые ролики, но все, вот как бы у меня все пазлы складывались. Что замечательное место, если какая-то деловая активность, что-то, вот вам рядом крупный крайот, Хайфа, все, здесь рядом горы начинаются, много леса, Голаны, но в принципе оно так и есть. По природе это, я считаю, что вот одно из лучших мест Израиля. Мгм. Вот, Нари и все, что вокруг, это действительно очень красивые места. А типа то, что говорил этот блогер, не совпало с реальностью? Нет, ты знаешь, а вот реальность же она у каждого своя. Вот у Василия, кто снимал этот блог, она у него своя реальность. Он видит и видит эту историю вот по-своему. Он дает свое видение как бы этому. Но я как бы не могу копировать его опыт. Ну, отчасти что-то, да, может совпадать, но в основном уже у каждого свой путь. И поэтому как бы к нему то есть вообще совершенно никаких нет претензий в этом плане. Вот. Мгм. Ну, скажи, как вы вот после вот этого случая, как вы дальше искали работу, чем занималась твоя жена? Ну, тем временем уже мы понимаем, ты же понимаешь, как бы корзины не хватает, денег не хватает. Здесь мы какие-то надежды возлагали на эту работу. С ним тут у нас уже такой провал, денег нет, а нам уже, и мы понимаем, что жить мы с ним больше в этом помещении не можем, нам надо экстренно съезжать. Ищем квартиру. Ну, то, что от ИРИ нас, этот риэлтор, который там от ИРИ работает, ну, он нас на самом деле, может быть, и ввозил и нормальные квартиры. Просто ты начинаешь уже думать, что эти квартиры нормальные, когда какое-то время адаптируешься в Израиле. А когда ты первый раз видишь это жилье, ну, это сам понимаешь, это шок. Это ты думаешь, ну как это, вот как в каком состоянии надо быть, чтобы это вот пытаться сдавать в таком виде, в каком оно есть. И тут такая, знаешь, была дилемма, что с одной стороны, ну, был хороший жилой фонд, есть в Нарии прекрасные квартиры, там от 5000 шекелей, которые мы не могли себе позволить, там, или 4000. Все, что вот мы смотрели в районе 2-2500 тысяч, это вот все было вот примерно в таком уровне. Но в итоге нам повезло, мы нашли на второй линии от моря хорошую квартиру у хороших людей. Приехали, квартирка чистенькая, ну, дом на ножках, как обычно, старенький, но хорошая квартира, хорошая кухня, и квартира полностью пустая. Нам надо как-то обставляться. Вопрос, как бы, где это все брать. И вот удачно сложилось, тут рядом с нами жили репатрианты, которые на тот момент уже прожили в Израиле полгода и уже уезжали назад к себе в Беларусь. Люди были состоятельные, люди были с деньгами, они все купили новое, и они все это, в общем-то, скидывали, все это недорого продавали. Вот буквально я через улицу неделю перетаскивал от них шкафы постепенно, там диваны, что было, но это вот на это у нас... И мы уже в тот момент понимали, что все, вот эти... Нам уже нет денег ни продукты покупать, ни оплачивать аренду, потому что все, мы вот эти деньги тратили на то, чтобы обставить как-то квартиру. Соответственно, сразу у нас
уже возник вопрос, что делать. Ну, первое, это самый простой в Израиле, думаю, многие это проходят через это охрана. Мгм. Охрана, особенно это вот на севере, это очень такая популярный вид заработка. Охрана. Мы стали ездить по объектам, охраняли различные марафоны, ЛГБТ-парады. Но это официально была работа уже или все еще не официально? Сложно сказать. Наверное, это неофициально. Просто был у нас каблан наш, который мы состояли в WhatsApp в группе. Нам скидывали перечень мероприятий на неделю. Каждый заявлялся, кто поедет на это мероприятие. Была точка сбора там в Нарии. Ночью выходили, на остановке был автобус. Платили наличными или как? Да, платили наличными или сразу после мероприятия, или там в течение недели с нами расплачивались там по минималке, ну, как обычно, там 30-32 шекеля в час обычно платили. Но там еще, ты знаешь, проблема в том, что какой-нибудь там марафон в Израиле, там нужно было, в Тель-Авиве, там нужно было поставить в оцеплении, скажем, с 5 утра там, до часу дня, то есть 8 часов. Там 8 по 30 шекелей, это там 200 с чем-то, да. Но по факту, с учетом того, что ты выходил ночью, ждал автобус ехал через всю страну, собирал людей, и такой же путь обратно, это занимало по 14 часов. Вот 14 часов ты не спишь, ты там стоишь на холоде, на ветру, и вот, ну так, что-то зарабатывали, по крайней мере. Это жена выезжала на эти охраны, я выезжал. А потом уже, когда у нас пошел Ульпан, уже в Ульпане все стали друг с другом знакомиться, стали давать друг другу информацию, советы, и здесь мы уже стали находить уже более такие подработки, уже официальные. Такая у нас была работа первые 3 месяца, которую можно было совмещать с Ульпаном. Мы работали немного южнее Хайфы, где Кфар-Галим, чуть дальше от Кфар-Галим, там есть фабрика по производству веществ успокаивающих. Ну, не будем здесь называть, чтобы тебя не запикали, тут не забанили. Это то, что продается в Амстердаме, в Барселоне, в кофешопах, понимаешь, да? А в Израиле это можно купить в аптеках. Вот это большая фабрика по производству вот этих растений. Мы там... Успокоительных. Успокоительных растений, да, мы работали на этой фабрике. Очень серьезное предприятие, там уже было все официально. Там был тлуш, там была часовая ставка, это на тот момент была 30 шекелей. А кем там работали? Дегустатором? Не дегустатором, нет, там дегустировать строго запрещено было все это. Все это под строжайшим контролем, все под камерами, все раздевалки, душевые там, и все помещения под камерами. Смысл был такой. Это были теплицы огромные, где это все выращивалось. Там это кто-то собирал этот урожай, а мы это видели только когда мы приходили в отдельное огромное там помещение. И это все такими огромными с потолка вот свисало такими гроздями, такими ароматными гроздями, все это подсушивалось. И вот была задача, ты брал эти охапки вот этого сена, скажем так, был такой рабочий стол, и нужно было очень быстро работать, там было 2 вида ножниц, и нужно было вот эти, так скажем, головки, шишечки вот эти отделять от стеблей и отдельно. И это вот такой первоначальный этап. Фасовка. Да, да, а потом это все еще нужно было ссыпать в большие бочки, это в бочках хранилось. Эти бочки нужно было раз в сутки открывать, давать немножко вентилятору, прокручивать там рукой, чтобы это вот выходила лишняя влажность, выходила, подсушивали, и потом это все со временем уходило. Ну, физически она была нетрудная работа, такая больше монотонная работа была. Вот, мы там проработали, вот это вот хорошая такая была для нас поддержка, это мы и Ульпан не пропускали, мы в 8 приходили на Ульпан, в 12:30 уходили, быстренько завтракали и мчались туда. На тот момент мы уже приобрели автомобиль в Израиле, и я уже мог сам быть за рулем, и всех из Ульпана своих коллег, братьев, мы вот ездили на эту работу. Поработали мы там до 1 мая, ну и там потом я так понял, что на тот момент администрация фабрики, видимо, была как-то заинтересована, может быть, в снижении расходов, и больше тогда нанимали с территории людей. Для них там даже, по-моему, были оборудованы какие-то... Ну, они как заезжали туда, как на вахту на неделю, там жили, на шаббат уезжали домой. Ну, видимо, это так, может быть... Ну, мы тоже... Нет, мы работали хорошо, мы работали быстро. Ну, может быть, они еще быстрее, не знаю. Но так, это было вот такое... Была такая у нас поддержка на время работы в Ульпане. Потом это все закончилось, опять была охрана. И потом, все это время я же еще как бы... Чтобы ты понимал, я занимался тем, что я пытался понять, я смогу заниматься тем, чем я занимался. То есть смогу ли я водить трейлер.
Как ты узнавал эту информацию? Ты, типа, через Мисат Клиту или там, как именно? Да, да, ну я как бы каждый раз, когда я приходил в Ирию к нашему куратору, она была девочка немножко не в теме этого была, она говорит, вот у нас есть наша наарийская автошкола, есть прекрасный там человек, учитель, обращайся к нему. Я к нему обратился, он только все меня так выслушал. Да, да, я тебе буду помогать, все, ну, начинай сам. И первые мои поездки, это самостоятельные были в Мисрат Решуй в Крайоте, я ездил. И первый раз мне подтвердили только категорию «Б». Вот как так. Причем вот этот комплект документов, что у меня был, а там еще были документы, еще, знаешь, с советских времен. Все эти водительские карточки, все эти старые права, новые права, европейские. Там такой серьезный архив был, знаешь, был документов. Но это вообще никого не интересовало, категория «Б» и все. Больше никак. Но уже подключился наш учитель вот из этой школы, из Нарии, как-то с ними связался, помог мне. Ну вот они, ладно, все, мы дадим тебе категорию С1 через экзамен. Причем экзамен я провалил. Так интересно, что после вот стольких лет вождения трейлера я не сдал экзамен на 5-тонном грузовике. Не А сдал. практику не сдал или что именно? Вождение, да, я не сдал вождение. Мне не нужно было сдавать теорию, мне нужно было только сдать вождение, но это было, так сказать, почему я не сдал первый раз, там нужно было перед экзаменом взять несколько уроков. Уроки я взял в школе, все, я там на уроках замечательно водил, но мне, видимо, как-то не совсем объяснили, что конкретно нужно, вот на что в Израиле обращают внимание, на какие моменты, что важно. Я на экзамене хорошо откатал город, хорошо откатал трассу, и где-то в середине экзамена там был такой момент, нужно было остановиться на проезжей части, и нужно было заехать в карман вправо и припарковаться. А это было первое парковочное место, и я уже в зеркало видел, что там бордюр сбоку под колесом. И получается, я заехал, все, не задел бордюр, встал идеально в этот рядок, а потом учитель говорит, экзаменатор, ну, трогайся, все, поехали. И вот тут я понимал, что сейчас база длинная у грузовика, мы сейчас зацепим задней осью этот бордюрчик, и либо я сейчас зацепаю бордюр, либо что. И я вышел и взял кабины где-то на сплошную чуть-чуть. Я вышел, зацепил разметку, и это мне стоило экзамена. Но он ничего не сказал, это уже потом по факту пришел результат, что вы не сдали. Вот. Но это было не столько так обидно, ничего такого нет, просто это, знаешь, последний день, экзамен стоит денег, уроки стоили денег, так обидно, конечно, ну, что делать. Извини, сколько уроков пришлось взять? Я хотел заплатить там за 5 уроков, но мне учитель сказал, я вижу, что ты водишь нормально, тебе не нужно 2 урока, и все. 180 шекелей, кажется, стоил урок. Не могу сейчас точно вспомнить. И что, и потом пришлось еще один экзамен? Да, прошел около месяца, я еще заплатил госпошлину за второй экзамен. Все, уже второй экзамен я сдал отлично, получил категорию С1 и начал искать работу. И вот здесь так обнаружилась такая интересная вещь, что работа по категории С1, она имеет в Израиле свою определенную специфику. То, что такая работа, ну, можем так сказать, относительно связанная непосредственно с вождением машины, это достаточно непросто ее найти. Тем более на севере Израиля. Может быть, в центре с этим проще. А в нашем регионе, в Наарии, на севере, это все было в основном так или иначе связано с погрузкой-разгрузкой. То есть ты час за рулем, остальное время ты что-то таскаешь. Либо это новая мебель, либо еще какие-то моменты. Ну, и вот так получилось. Я познакомился в Наарии с человеком и пошел на квартирные перевозки. Вот. То, что постоянно нехватка денег, нужно жить, нужно платить, нужно питаться. И здесь то, что мы работали день, мы вечером уже, можно сказать, делили деньги наличные, сидели и раскладывали их на сиденье грузовика. Вот это вот, знаешь, то, что было удобно. Вот начал так работать, но я тебе скажу, что я зарабатывал мало, потому что были конкуренты в Нарии, город тихий, переездов не так много, а это еще осень какой-то, знаешь, был спад определенных переездов. Иногда были там 4 выезда в неделю, иногда 2 выезда в неделю. Ну, так сложно сказать, первые месяцы мы зарабатывали и по 3000 шекелей, и по 5 в месяц. Ну, такое бывало. Потом как-то, знаешь, поймали волну, пошла работа. Потом нашли какой-то салон мебельный в Хайфе, стали возить людям от салона диваны домой там, да. Ну, уже потом, чтобы как-то заработать, уже брали за все.
квартирный переезд сделали, а можете повесить телевизор? Да, можем. А можете стиралку подключить, можете шкаф новый собрать, там, ну, такие вещи. Я как бы, да, честно тебе скажу, до этого я не особо так руками работал в плане вот собирать. Ну, ты знаешь, все это, всему научишься, если захочешь, все это быстро приходит. И мы вот этим занимались. Тоже для своего работодателя я как бы находкой был, потому что он уже видел, что я хорошо вожу в этот грузовик в любую щель, в любую дырку. Я легко загоняю, ни царапин, ничего нет. Вождение аккуратное, экономичное, все хорошо. И меня уже стали отпускать одного со временем. Через полгода я уже ездил один. То есть я уже сам, мне уже давали задания, я уже ехал, брал там одного-двух человек попутно забирал. Мы уже сами ехали, выполняли работу, с нами рассчитывались. И потом, ты знаешь, через год работы я уже заметил, что пошло несоответствие. Стало много работы, а я уже сам умел считать. Я уже сам знал, сколько какой переезд стоит. В зависимости от расстояния, от объема, от сложности, от этажей. Нужен манов, не манов. То есть я уже сам прекрасно считал, я уже видел, что меня уже начали дурить. Я уже видел, что ежедневно 150 шекелей – это минимум. Это вот то, что не хватало каждый день. Там, где должно было быть по итогу дня 500, там 350, где должно быть 300, там 200. Вот это такое я видел. Ну, в итоге уже какая-то, знаешь, крайняя точка. Я уже все, после заказа кладу шефу ключи на стол и говорю: все, Алекс, прощай, дальше нам не по пути. Понимаешь, все. Ну и попал в следующую фирму, а там, конечно, это было что-то невероятное, следующей фирмы. Это тоже были перевозки. Я попал на большой грузовик длиннорамный Isuzu с огромным фургоном 45-кубовым. И там у них ребята из Украины организовали эту фирму, и у них там было все поставлено совершенно на поток. Это было поставлено. На заказ ехал грузовик и легковые машины с бригадой, 6-7 человек. То есть мы как муравьи налетали на любой коттедж, на любую квартиру, моментально все это выносилось в темпе, грузились, переезд. Мы еще не занесли одну квартиру, у нас уже следующий, второй, третий заказ. Но доходило до того, что чтобы доехать до работы, я в 4 утра вставал, там в 5 я уже был на Тахане, я уже ехал в Хайфу, выезжали. И ты знаешь, бывали случаи, я опаздывал на последний поезд на Рио. Я там и оставался один раз, просто. А ты же говоришь, что у тебя машина была, почему на машине не ездил? Знаешь, я, наверное, извини, я перепрыгнул уже, наверное, через страничку. Машин уже к тому моменту не было. Это был наш последний месяц жизни в Израиле. Машину я уже продал, потому что, ну, я уже как бы и купил ее необдуманно, честно, и с машиной как бы, может быть, да не то, что никто меня не надурил. Я сам, знаешь, купил машину у тех самых белорусов первые дни, которые вот нам продавали мебель, которые собирались уезжать. И знаешь, я так бдительность потерял, но я вижу, люди богатые, видно, такие, знаешь, респектабельные, все такая новая мебель, все у них мы берем, не думая, не смотрим. И уже в конце такие: а у нас вот есть автомобиль, бери. Я посмотрел, ну, Kia Carnival, большой 7-местный минивэн, такой достаточно чистенький, ухоженный, ну, как положено в Израиле, там, с некоторыми царапками, там, пораненные по бокам немножко, видавшие жизнь. Ну, в общем, нормальный двигатель, не дымит. Я особо не смотрел, все меня устраивает, машина не ржавая, я ее купил за 20 тысяч шекелей. Это автомобиль. А уже со временем, там месяца 3 прошло, и я уже понял, что, наверное, двигатель доживает последние дни, недели или месяцы. Уже пошел этот вот такой утренний сизый дымок уже пошел. И что ты делал, типа, ты пытался восстановить, там, починить или что-то? Ты знаешь, я еще в сервисе работал, еще я работал слесарем. У меня очень, как бы, за эти 1,5 года жизни в Израиле очень была богатая трудовая биография. Ты видишь, уже сколько работ. Я еще работал в одной арабской мастерской на одного такого араба, который изучал русский язык в Харькове в автодорожном институте. Замечательный человек, вот я у него работал. И уже на тот момент как бы я, ну, понимал, что технически чисто починить машину у подъезда во дворе, ну, это нереально будет, да, потому что там, возможно, нужна будет и распрессовка клапанов, и развертка отверстий, ну, такие вот технические моменты, это все сложно. А брать контрактный двигатель, ну, это, в принципе, была на тот момент уже стоимость автомобиля практически. Причем это был кот в мешке. Я подумал, ну, самый, наверное, будет лучший вариант – это машину продать с дисконтом. Купил за 20, продай за 17. Ну, так я и сделал. Я ее продал за 17. Думаю, ну, надо взять что-то другое, помельче, но посвежее. И на тот момент мне
А я, знаешь, я в России всегда пользовался японскими машинами праворульными. И у меня как-то, знаешь, всегда я знал, что они простые, надежные. У меня как-то, знаешь, ностальгия такая возникла. Я хочу что-то подобное с левым рулем, но тоже вот японский автомобиль. Есть такая в Израиле машина популярная, Daihatsu Sirion. Ну, она же Toyota, Daihatsu такая маленькая, симпатичная, как Nissan Micra. Вот хочу ее и все. Надежный двигатель, простая, маневренная. Боже мой, я за 2 месяца, я на поезде, это я уже продал Kia, я объездил весь Израиль. Вот ты понимаешь, ну это как вот одно картинка в объявлении, но я уже закрывал глаза на все. Ну, думаю, ну елки-палки, как это возможно? Ну, просто машина там, ну, бампер на проволочках, тут на скотче, тут просто ввернуты шурупы, саморезы, салон заблеван. Ну, что такое там? Ну, просто вот, ну, я не знаю, может быть, это у нас пошло еще как-то от советских времен, когда все-таки автомобиль был, знаешь, предметом роскоши, да, и эта ценность представляла всегда. И вот я в таких традициях воспитан, что если у меня автомобиль грязный, ну, он может быть грязным там пару дней, но потом его нужно помыть. Если появился ржавчина, это нужно устранить, это нужно зачистить, это нужно подкрасить. Машина должна быть автомобилем, понимаешь? Вот чтобы как-то вот к ней было приятно подойти. И я вот, знаешь, я не мог привыкнуть в Израиле, то, что вот такое, как, знаешь, к технике у большинства людей такое наплевательское отношение. Если ты видишь какой-то реально в Израиле стоит хороший, ухоженный автомобиль, это 100% сейчас к нему подойдет русскоязычный репатриант. Вот у русскоязычных в основном автомобильчики, как правило, ухоженные. У израильтян, у местных это, конечно, катастрофа. В итоге я так оставил эту затею купить автомобиль, и в итоге эти деньги, ну, как обычно происходит в Израиле, денег никогда не хватает, деньги проелись. В общем, вот тот автомобиль Honda, который я на момент репатриации продал в России, и эти деньги мы уже приехали без них. Мы уже, когда вернулись, у нас уже автомобиля не было. Расскажи, то есть, получается, вы были в Израиле 1,5 года, правильно? Да, 1,5. И за 1,5 года вы работали только 1 раз на официальной работе. Моя жена работала, вот смотри, первые вот эти такие подработки были, пока был Ульпан. После Ульпана я уже пошел на пятитоник, я начал заниматься этими квартирными переездами. Я вот год с одним человеком работал, а моя жена, она сразу пошла на Мифаль. Причем я хочу сказать, что вот по сравнению с историей большинства репатриантов, у нее даже у моей жены получалось все неплохо. Но это понятно, что была минимальная оплата труда, но она как-то сразу попала на такую достаточно, ну, можно сказать, интересную работу. Это был один из заводов, скажем так, работающий на авиацию. Там сложная была цепочка логистическая, эти лопатки для турбин самолетов. Их нужно было просвечивать, находить дефекты, ставить на них штампы, отсортировать, вести склад. Она разобралась в компьютерных программах. Вот у нее за все наше время жизни в Израиле было 2 Мифали. На 2 Мифалях она поработала. И, ну, ты знаешь, конечно, было удивительно то, что... Ну, это я еще, знаешь, так думаю, что все так устроено в Израиле неспроста, потому что вот эта минимальная система оплаты труда, она на самом деле как бы о другом сигнализирует. Это не то, что минимальное, это вот как раз то, на что, скорее всего, могут и претендуют подавляющая часть Израиля. И мало у кого зарплата отличается от минималки. И это все стимулирует тебя именно брать доп. Часы, брать ночные, брать шаббат, все что угодно. Потому что при нормальном, вот как у меня жена работала, 8-9-часовой рабочий день, пятидневка, но она никогда по тлушу, чисто без налогов, она никогда не ходила. Мне, кстати, удивляло всегда. Вроде бы как по закону минималка, по-моему, была 5 600, но у меня у жены никогда 5 не было. При полной занятости, при полном рабочем дне всегда под 5000 у нее было. 4 700, 4 800. Но вот ты представляешь, как себе представить? Это вот если мы вдвоем крутимся, работаем, у нас там с переменным успехом 10 на двоих. Ну, как бы 10 это, я считаю, знаешь, ну, вот граница выживаемости, да? Когда ты снимаешь, хватает там на питание, ну, на троих 10 это для Израиля это немного, с учетом схерута. А сколько квартира стоила? Но первая наша квартира, она нам обходилась с Арноной, со всеми платежами 3200, а потом мы когда прожили год в этой квартире, стали искать другую. Ну, там мы опять попали, нас обманул риэлтор, нас кинули, можно так сказать, риэлтор нас кинул, забрал комиссионные, а потом сказал, что мы неправильно поняли условия. В общем,
украл у нас 3000 шекелей риэлтор. И, ну, мы в итоге нашли квартиру, которая была огромной по площади. Она нам не была нужна, такая квартира. Это была большая квартира, 4 комнаты, 120 метров. У нас не было нужды в такой квартире, но условия были такие, что она стоила, ну, буквально немного дороже трешки. И была тоже дом на ножках, но уже такой, знаешь, дом на ножках, скажем так, улучшенный формат. Это, наверное, вот не первые дома на ножках, а вот это следующая версия, когда уже парадные подъезды были пошире, лестницы пошире и потолки повыше. Такой, как бы, там был такой круг в квартире, можно было из кухни выйти в санузел, с санузла в коридор, вот это все по кругу, 2 санузла было. Ну, такая приличная квартирка, мы за нее, с учетом, ну, мы же пользовались, как ты понимаешь, скидкой по Арноне, потому что за такую большую квартиру Арнона 1100 шекелей. Один платеж был. Но у нас была репатрианская скидка, мы платили это. Только часть этой Арноны. Но вот эта квартира нам обходилась со всеми платежами где-то 4500. Вот эта квартира. 4500. Ну, а остальное это питание, транспорт, проезд. Вот так. А скажи, вот ты говоришь, что вы репатриировались с дочкой, правильно? Угу. Она в школу пошла? Да, да, первый год она пошла в школу. То есть мы приехали, получается, в середине учебного года, это был декабрь. В какой класс? Это 8 класс был, да. 8 класс. Она пошла в Наарии в школу. Ей там нужно было доучиться полгода. И потом у нас уже была договоренность с Ильей, что они помогают нам ребенка устроить в Пнемию. В Хайфе, в Пнемию. Кфар-Галим. Вроде такое известное заведение учебное. Но эти, знаешь, вот как бы сказать, эти полгода для ребенка, они, конечно, прошли в порожняк полнейший. То есть, если мы еще ходили в Ульпан, и у нас, как бы, ну, мы взрослые, мы себя осознаем, понимаешь, у нас была и мотивация учить Ульпан, учить язык, мы уже что-то могли как-то уже начали объясняться, что-то начали понимать, то, представляешь, подросток, да, и у них еще все это не сформировалось в голове, такой возраст, там остались друзья-подружки, тут все другое, полностью, как бы, знаешь, отрицание, никакой мотивации нет учить иврит, плюс в Ульпан она не ходила. Ну, в итоге она оказалась там на последней партии с такими же, видимо, как она, девочками. Ну, и я так понял, что они не трогали учителя, учитель не трогал их. Как я понял, они там просто в телефонах просидели. Вот. А не было, ну, скандалов по этому поводу? Ну, были скандалы. Ну, как скандалы? С нашей стороны ты имеешь в виду? Ну, типа, в семье. Он ничего не говорил вам? Типа, для чего, зачем, как? Ну, было такое, было, конечно, было много таких моментов, и зачем мы приехали, и я не хочу туда идти, что это за школа, там еще такой, знаешь, подростковый возраст, уже в этом возрасте у людей черное, белое, все это в штыки воспринимается, любая критика там от местных, скажем так, подростков, так, был такой, может быть, буллинг легкий, ну, такого уж так не было, что там какие-то серьезные инциденты были. Но я понял, что я понимал, что ей очень тяжело, очень некомфортно. И я-то уже потом смотрю там в тетрадях там за 3 месяца, там, знаешь, 5 строк. Ну, я понимаю, что человек просто вот в данный момент ничего не получает в жизни, ни образования, ничего. Ну, а как стимулировать, как заставлять, что делать? И так ситуация напряженная, я думаю, уже, ну ладно, сейчас она доходит здесь вот это время, полгода, ну и потом будет пневмия, все-таки там взрослая жизнь будет более такая самостоятельная, такая отчасти студенческая. А как вот пневмия, это же получается интернат, как бы, на русском? И я считаю, что, ты знаешь, вообще система пневмия — это такая, в общем-то, наверное, была правильная задумка Израиля, потому что все прекрасно понимали, что вот эти люди, репатрианты, десятилетиями приезжающие в Израиль, ну, чтобы этим людям как-то прожить, выжить, особенно на первых порах, приходилось много работать и папам, и мамам. И все, понимаешь, власти Израиля прекрасно понимали, что вот пока родители по 12 часов 6 дней в неделю на мифалях, ну, дети будут на улице, да, как бы это будет что? Преступность, наркомания и все отсюда вытекающее. Поэтому вот это вот, как я считаю, система, вот эта пневмии, да, это такой хороший момент, чтобы вот как бы взять детей под присмотр, под контроль, но при этом и у детей тоже, знаешь, должна быть мотивация. Ну и типа она пошла в пневмию, и все было нормально? Ну, как нормально. Да, у них там пневмия, это такие комнаты на 4 девочки, у них такие вот эти жилые как бы комплексы, отсеки, там
они до выходных, на выходные мы приезжали, ее забирали, у них там учеба, экскурсии, ну, все, как говорится, вот такое, но я так понял, она там тоже не особо это. Но это опять, я не буду их там обвинять систему, пневмии тоже, и, может быть, и наша там вина была определенная, что надо вот это все, вот знаешь, там их заставлять, там туда-сюда, вот это. Ну, в общем, для ребенка это вот 1,5 года это были они просто вот, что значит, по нулям. Вот с чем она уехала из России, она, наверное, с этим уже не приехала, и уже вот просто разрыв был 1,5 года. Из-за этого пришлось просто в школе, потом в России еще раз идти в этот класс, в 9. То есть, как бы, получается, она закончила 9 классов в России на год позже, чем ее сверстники. Вот этот год у нее, получается, ну, не зачелся нигде. Но он нереально, он и по знаниям его не было этого года. Как бы, понимаешь, да, вот так. А ты не думал пройти курс на свыше 15 тонн? Или как-то устроиться, может быть, в какую-то фирму большую, типа уйти с этого, как бы с перевозки квартир? Ну, смотри, все как бы люди, вот с кем я встречался там где-то на дороге с водителями там большегрузов, там заводил знакомства, диалоги, там как, все. Были, кстати, такие люди, мне рассказывали истории, кто уже много лет прожил в Израиле, это, видимо, репатрианты из 90-х, они в свое время очень быстро меняли права. Я не знаю, в каком году это прекратили делать, из-за какой причины, ну, может быть, на тот момент люди же, знаешь, в 90-е уезжали, были коррумпированные страны, коррупция была там везде, и покупали права просто, наверное, я так думаю, из-за этого, может быть, потом выяснялось, что эти документы не соответствуют квалификации, и, может, от этого Израиль эту лавочку прикрыл, я не знаю. Не, на самом деле просто в Израиле захотели больше денег. Как-то, что это такое, типа, дают всем права направо-налево. Просто захотели больше денег и сделали курсы по типу, как в Канаде. Тогда можешь мне объяснить такую вещь? Я вот буквально вчера вот готовился к интервью, смотрел твои вопросы, и я здесь заходил, и мне вчера попалась статья интересная на каком-то официальном портале Израиля, что на данный момент в стране особая нехватка водителей автобусов категории D большая, и нехватка водителей грузовиков. И якобы сейчас правительство, Кнессет рассматривает вариант, а может быть, каким-то образом привлечь для разрешения ситуации несколько тысяч водителей, там, скажем, на автобусы из других государств. Вдумайся. То есть вот я приехал, я уже ну, гражданин Израиля, вот все, вот вам европейские документы, вот российские, вот все дипломы. Ты понимаешь, все. Это просто дурость, наверное, какая-то. Потому что сделали реформу, провели реформу. Раньше, действительно, ты прав, люди переезжали, получали автоматом все категории, которые у них были открыты в стране исхода. Потом провели реформу и сделали по типу, как в Канаде, что ты приезжаешь, неважно, какие у тебя есть права, ты должен месяц там поучиться в колледже. Там есть предметы такие, как знание технической части машины, там первая помощь. И вот то же самое они сделали здесь. Ты должен сдать там знание машины, первая помощь, пожарная безопасность, всякие такие дополнительные предметы, которые в принципе тебе не важны в самой работе. Даже если машина загорится там, да, никакой водитель не будет тушить эту машину. Он просто убежит и все. Пусть она горит, есть страховка, есть все. То есть это все сделано для выкачки денег. А теперь какая ситуация? Началась война, всех водителей, которые были тут военнообязанные, призвали, да, там, они возвращаются и снова уходят на резервистские эти сборы. И все, и получается нехватка водителей очень сильно, прямо дефицит на местах, и вот они думают, как это решить. А как это решить? Завести водителей за границей, там каких-нибудь индусов завести. Ну вот смотри, а я сейчас, если приеду назад, ничего же не изменится. Я же опять, я же не смогу это все по-человечески подтвердить. Все равно меня сейчас ждет это очень долгая процедура на обучение на категорию С, стаж, подтверждение, экзамены, Е. Но это, представляешь, и тем более, если вот, особенно на тот момент, это у меня была информация, что ближайшая школа, где можно теорию было изучить, ну, как бы я еще не готов был изучать теорию на иврите на тот момент, да. Ближайшая школа, где возможно было преподавание на русском, это была Нетания. Ну, то есть, представляешь, это мне либо каждый день мотаться, либо жить там, либо как, ну, все это вот с нашей, как бы, олимпской историей, вечной нехваткой денег, ну, это, вот, представляешь, ну, это, считай, все, это никак не сочеталось.
Это надо совершенно приезжать с другими капиталами, чтобы это все делать. Вот. А те, кто приезжает с капиталом, вообще зачем им все это надо? Тем более, ты знаешь, я тебе честно скажу, что я видел, ну, вот как перевозки устроены в Израиле, да, я примерно видел, как в Израиле ездят трейлеры, там, какой уровень нужен знаний, да, ну, просто даже хотя бы от того, что ты работаешь внутри одной страны. И когда ты работаешь в 23 странах, ты должен знать там пару языков, ты должен уметь сам оплачивать дороги, заполнять документы. У нас печати, то есть, понимаешь, и мне просто хотелось так сказать: ребята, да идите вы в задницу, понимаешь, вот от того, что, блин, как говорится, что называется, яйца курицу учат. Просто мне обидно было, знаешь, вот это все. Что, типа, все просто, как бы, да, в Израиле устроено? В чем разница конкретно? Да, ты знаешь, ну да, в Европе оно все как бы на порядок сложнее, потому что здесь ты под жестким вот этим 561 директивой Евросоюза. 561 закон – это большая директива, касаемо регламента, режима труда и отдыха. Ты должен это все знать. Как бы ты должен знать, уметь, скажем так, планировать за день, за два, за неделю, потому что все страны разные, везде какие-то запреты, какие-то индивидуальные там э, время проезда, понимаешь? Ты должен знать, в какой стране как заплатить за дорогу, где-то она оплата списывается автоматически. Все это твоя компетенция, никто за это за тебя не будет делать. Отчетность, документация, ну, просто планирование времени своего. Объем, на самом деле, конечно, огромный. Это не то, что я хочу сказать, что в Израиле так обесценивают, что так все просто. Нет, просто в любом случае, в одной стране находясь, это в любом случае всегда работать проще. Работая на много стран одновременно, это как бы другой уровень знаний, паромные переправы, корабли постоянные. Ну, мы же здесь тоже много времени на кораблях проводим. Ну, я, по крайней мере. Ну, в Израиле тоже другая специфика. Ты больше ездишь по городам. Там ты, наверное, не ездишь как бы по городам. Ну, послушай, в Испании, во Франции, если как только ты съезжаешь с автобанов, в Швейцарии, когда ты Северная Италия, Южная Италия, Сицилия, когда ты только уходишь с большой дороги на националку, на автобан, ты тоже попадаешь в такие серьезные серпантины. Если вот интересно, посмотри дороги Норвегии, там, когда трейлер просто проходит один, ждет следующий, чтобы в этот серпантин 180 градусов зайти. Там серьезно, на самом деле. Потому что просто многие думают, что на самом деле не так, если ты перемещаешься в центре Европы по автобанам, по достаточно удобным, по комфортным, то только ты съезжаешь куда-то, шаг влево, шаг вправо, все, ты уже на националках, на узких дорогах со всеми последствиями. Плюс проверки. Здесь очень много проверок. Какие только службы не выезжают контролировать перевозчиков. Я вот тут недавно попал на большой контроль в Швеции, на большой штраф. Ну, не я там попал, фирма моя попала. Очень большую сумму. За что? А мы не знаем. Мы не знаем. Моего английского было достаточно с ними поговорить, что они меня обвиняли в том, что я совершаю национальную перевозку. Это что значит? Ну, это значит, перевозка внутри Швеции происходила иностранным транспортным средством. То есть я работаю под эстонским флагом, мой трейлер, моя фирма, моя печать. А меня обвиняли в том, что я перевозил грузы внутри одного государства. Хотя это можно делать. И причем, ну так, тут очень сложно объяснять, у нас своя логистика, у нас очень сложный маршрут между Швецией и Испанией. Очень сложная система, сейчас не тема для этого разговора. Как бы мы поговорили, да, по все эти нюансы с вождением, про то, что это несправедливо, нифига. Как бы, да? Это несправедливо, и я не понимаю саму систему, если как бы вот Израиль, как бы, ну, в любом случае Израиль заинтересован постоянно в привлечении людей, да, потому что, ну, как бы люди это люди, это экономика, это основа экономики, люди, тем более, если мы берем такие страны, скажем, да, как Россия, которые могут многие там свои, ну, какие-то потребности покрывать просто за счет торговли сырьем, да, или какой-то суперпромышленности, как, ну, допустим, да, то Израиль, ну, как бы не обладая такими ресурсами, это люди, и вот это и есть ресурс основной. И уж если, как говорится, есть такие программы, если люди приехали, так уж проще их на месте здесь как-то адаптировать, да, сделать, чтобы они комфортно во все это вошли, и все. А так получается, вот эти идут потом вот разговоры, что вот вы такие-сякие, приехали, потребители, корзину взяли, все прожрали и уехали. Знаешь, такие и неблагодарные, и все такое. Ну, я так не считаю.
Хотя вот тоже хочу сказать про корзину. А вот послушай, вот смотри, как бы вот подъемные деньги, да, платит государство. Ну, допустим, мы приехали, мы там привезли деньги только за проданный автомобиль. Мы не продавали там квартиру свою, да, мы привезли там несколько тысяч долларов вот за проданный автомобиль. И нам выплатили корзину, нам выплачивали. Мы еще это время плюсом работали, какие-то так или иначе от нашей работы какие-то плюсы шли в экономику. То есть как-то, да, это же все, неважно, чем мы занимались, это все как бы часть вот экономики, наш труд. Так самое главное, что те деньги, которые мы получали, но мы же их же отдавали в карманы израильтян. Мы их платили на рынке, мы платили за схерут. Те, кто получал деньги, хозяева квартиры, они же тоже у них в карманах не оседали. Они платили свои машканты этими деньгами. То есть эти же деньги, как бы выданные нам, они же в экономике и прокрутились. Не было такого, чтобы мы отправили какие-то переводы за границу финансовые. Еще наоборот. То, что мы получили, мы все же и потратили в стране, и все, что привезли с собой, мы тоже потратили. И здесь я не вижу такого, что вот прям, знаешь, такая ситуация потребительская, что приехали, разграбили, уехали. Но я так не считаю. Знаешь, я тебе скажу, что вот я этим вопросом так немножко интересовался и нашел много информации в интернете по поводу организации «Натив». Как она работала раньше, как она работает сейчас. И руководителем организации долгое время был Яков Кедми. И он именно много лет занимался курированием именно репатриации евреев с территории бывшего Советского Союза. И вот там это уже не скрывается, это есть в открытых источниках, эта информация, то, что вот, скажем, ну, если там первые волны, как бы, ну, не волны, а, скажем так, первые репатрианты в Израиле, это были конец 60-х, начало 70-х. Это вот первые, да, были. Вообще не то, что в Израиле, а просто вот евреи там уезжали из Союза, да. И потом вот уже, как бы, ну, это все не было таким массовым характером. Массовый характер это приобрело уже вот на закате Советского Союза, перестройка здесь, ну, как вот мы называем явление, так, колбасная алия, скажем. И вот как раз Яков Кедми, он курировал эти вопросы касаемо вот этой самой большой алии из Советского Союза. И эта алия действительно, ну, внесла очень крупный вклад в развитие Израиля, потому что это, во-первых, ну, укрепилось государство новыми гражданами. Плюс приехали люди-специалисты, которые вот, в принципе, я считаю, что все, что сейчас есть в Израиле, это большей частью вот заслуга этих людей, приехавших в те годы, да. Это как бы был большой. И он, этот Яков Кедми, он не скрывает, что да, мы как бы немножко шли на некоторые, мягко говоря, ухищрения такие, потому что первые волны вот репатриации, там, 70-е годы, много людей через Вену потом попадали не в Израиль, а уезжали дальше. Люди уезжали в Штаты. И буквально, ну, как так? Вот Израиль теряет потенциальных граждан с образованием, готовых специалистов. И на тот момент уже как бы немножко систему репатриации, как я понял, поменяли. На тот момент, чтобы как бы сузить вот эти рамки возможностей, чтобы как раз граждане именно больше вот попадали. Ну, конечно, многие уехали дальше все равно из Израиля, там многие оказались, наверное, мало в Израиле. Можно найти какую семью, где нет у кого-то родственников в Канаде или в Штатах. Это же не просто так. Много уехало людей. Но все равно большая часть людей осела. И это вот эти люди и создали Израиль. Ну, типа, еще был у Израиля договор с Америкой, чтобы люди не переезжали в Америку. Ну да, потому что это вот, знаешь, ну, может, некорректное сравнение, но если мы вспомним стародавние времена, когда там какие-нибудь голландцы, да, выезжали там на африканский берег, там, знаешь, и захватывали там людей, привозили их в Европу там, то как бы, ну вот здесь то же самое, как бы я понимаю, что ценный ресурс, абсолютно ценный ресурс. Специалисты, ну, люди сознательные, получившие образование, нормальное воспитание, вот тебе основа экономики, конечно, можно понять Израиль, то, что они препятствовали выезду людей в Канаду, в Штаты, вот. Ну и вот поэтому, наверное, Израиль как бы и есть. И не будем отрицать, что и можно сказать, что на месте пустыни ведь больших успехов тоже добились. Был ли вообще у вас какой-то положительный опыт вот в Израиле? Ну, конечно, ты знаешь, я тебе скажу, что, во-первых, мы ни о чем совершенно не сожалеем. Это были прекрасные 1,5 года. Мы всегда мечтали именно вот, ну, как, расширить свои как бы рамки, свои границы кругозора, да. Мы
пожили, мы посмотрели вот именно на жизнь Израиля изнутри, на вот эту всю пестроту картины там, да, разные религиозные конфессии, ортодоксы, ультраортодоксы, арабы, друзы, ватики, алимы, сефарды, ашкеназы, столько всего. Это, конечно, да. А в чем было лучше, чем вы ожидали? Было ли что-то такое? Слушай, ну я как вот, ты знаешь, я Израиль все равно раньше представлял себе таким более монолитным таким государством, где вот такие вот все вот люди слишком такие правильные, слишком так, вот такие заумные и скучные. А когда я приехал, я на самом деле увидел, что на улицах, ну, особенно в Тель-Авиве, да и у нас на Аре, ну, столько классной публики, столько, особенно в последние годы, талантов приехало. Ну, я так, кстати, думаю, это будет иметь для Израиля последствия в ближайшее время. Вот это самое явление, тыквенная алия, как ее сейчас называют, это же совершенно заехало уже люди с новым взглядом, совершенно мирового уровня приехали люди. Они там сейчас поплачут немножко, тыквенного латте не продают, еще чего-то, сервиса не хватает, доставки. А сейчас они же сами все это создадут. Все это уже потихонечку появляется, поэтому я думаю, что Израиль будет меняться вот благодаря этим людям. А что было самым большим разочарованием? Ну, разочарованием, как тебе сказать? Ну, во-первых, ты знаешь, я никогда не жил на острове. А Израиль это остров. Вот по факту это остров. Я не, вот, знаешь, нет ощущения, что вот там где-то за Нари, вот там за холмом, где Ливан, что там суша. Вот оно так все выстроено, что вот, ну, так уж исторически сложилось, что Израиль был создан там в таких условиях, что вот это вот соседние государства, такие как Египет, там, Иордания или там Ливан, ты мало их воспринимаешь, что вот как будто дальше есть некая территория. Ну, потому что это ощущение вот нахождения, знаешь, на острове. Для меня, после моих вот масштабов моей работы, а у меня были масштабы работы там Москва, Сахалин, Якутия, там, Дальний Восток, Португалия, Испания, Швеция, Скандинавия, все. Знаешь, для меня это, конечно, честно сказать, вот я прям чувствовал, что вот тесновато. Знаешь, это вот, чтобы понять ощущение вот этого тесновато, надо пожить. И плюс, ты знаешь, ну неспроста, я этот вопрос не разбирал, но неспроста Израиль не наладил регулярное паромное сообщение. Неспроста. Я, конечно, понимаю, что если сейчас такие вопросы задать властям, они скажут, что вот мы находимся в ситуации повышенной опасности, нас окружают враги, если мы купим паромы, если мы запустим паромы, доступные на Грецию, на Кипр, чтобы шли грузовики, чтобы израильтяне могли путешествовать на паромах, заезжать, сейчас пойдут нелегалы, сейчас пойдут оружие, там теракты. Ну, хотя, казалось бы, такая промышленность обороны Израиля, если Израиль столько тратит денег на безопасность, на все, но я не думаю, что какой-то там пункт таможенного контроля с рентгеном уже составил какие-то проблемы. Я считаю, что это вот, знаешь, как бы делается в том числе, чтобы граждане не разбегались. Вот лишние, закрыть лишние вот эти лазейки, вот буквально, вот есть у вас дверь в мир, это Бен-Гурион. Вот она первая дверь, и она и последняя. Потому что, ну, представляешь, Греция, я вот тоже там много бываю, страна, пережившая дефолт, можно сказать, в такой ситуации экономической Греции. Но ты представляешь, каждый остров, вообще все вот Средиземное море, это же все сплошные паромы. На каждый остров ходят паром постоянно, грузовики, люди, машины, все на свете. Запустите паромы на Кипр и в Грецию, вообще для Израиля, да и даже вкладываться не надо. Сейчас те же греки зашли, эти паромные компании все бы организовали. Но я думаю, что это делается вот именно как бы специально, в том числе, чтобы граждане не разбегались и прочие такие. Но у нас тоже есть какой-то круизный лайнер, который идет там из Хайфы куда-то туда или из Аждода. Ну я видел вот эти огромные лайнеры, которые заходят в Хайфу, вот туристы выходят, там день гуляют, но я думаю, что это вот формат как бы круиза именно. А вот именно как вот здесь вот Германия, Швеция или Норвегия, просто именно большие паромы, которые просто ходят как автобусы. Заскочил в паром, все, тебе каюта, все, вот тебе ресторан, все, ты пошел. Паромы наполняются постоянно. Я думаю, что и в Израиле была бы наполняемость. Цена не очень большая, переправиться. Но представляешь, вот сейчас бы уже какой кайф, если ты в Израиле владеешь автомобилем, у тебя выходные дни, ты там в отпуск, ты вышел на Европу, попутешествовал. Тем более после израильских цен, это Европа, все сразу дешево и доступно. Банановые республики начинаются. Но тогда бы авиакомпания не получала бы столько денег за билеты. Ну смотри же, вот в Европе же как-то оно органично работает. И паромные компании возят людей паромами, авиация работает свое. Все как-то эти рынки распределились
Я не думаю, что там и Реаль или какие-то компании бы пострадали. Кому-то надо перелететь быстро, вот тебе аэропорт. Хочешь выйти с машины или просто так, грузы тем более, и все. Ну, я вижу, вот ты же, наверное, тоже видишь Ашдот и в Хайфе, видно, там в порту стоят трейлеры с турецкими номерами, их просто без тягачей присылают, потом их уже местные машины вывозят, выгружают, завозят назад. Ну, а так бы можно было бы, и чтобы люди простые с машинами, с кемперами путешествовали. Ну, вот как-то Израиль, он придерживается такой больше как бы закрытой стратегии в этом плане. Про какие-то проблемы можешь рассказать? С какими системными проблемами вы столкнулись? Ну, как бы вообще с первых дней, знаешь, видишь, знаешь, такая поговорка есть. Если тебе кажется, что тебя обманывают, это тебе не кажется. Вот первый день, первый визит в Апалинбанк, когда мы стали оформлять счет, когда мы стали делать это, я вообще не понимал, что такое семейный счет. Как семейный счет? Что это такое? А, типа общий счет? Да, ну нет, не то, что там у нас разные это, там кассы или кошельки, я вообще не понимал, как это, мне казалось дичью какой-то. Ну как, вот карта жены, вот ее зарплатная карта, вот моя там как бы, ну у нас и так, мы захотим, поменяем эти карты, что вы. Это я не понимал. И потом я буквально сразу понял, что именно банковская система Израиля, она таким образом, ну мало того, что она архаичная, вот эти приложения банковские там непонятно как работают, это, конечно, катастрофа полнейшая. Но мне казалось, что именно банковская система создана так, чтобы человека загнать в минус, чтобы вот его стимулировать работать, чтобы привязать его, вот эти вот системы Каль, Макс, вот это все. Я же просил, пожалуйста, не надо никаких карт, не нужно, чтобы карта уходила в минус. Я хочу классическую дебетовую карту. Я не собираюсь жить в долг, я никогда не жил в долг. Я не собираюсь ничего, ни мебель, я не собираюсь на ташлюмы разбивать покупки в супермаркете. Мне это не надо. Но без этого невозможно. Устроена так система. Но я хочу сказать, как бы вот трудно не было, и перебой с работой у нас, и прочее, но мы никогда в минусах не были. Мы всегда баланс держали в каком-то минимальном плюсе, или там, ну, кратковременно там могли там в ноль уйти, но в минусе мы никогда не были. И я так понимаю, что это вот не есть гуд, вот эта ситуация, когда ты не уходишь в минус. Я вижу, что большинство, вот, наверное, домохозяйств как раз-то активно этим пользуются. А люди потом запутываются в этом, и уже все. И тут ты не успеешь глазом моргнуть, как вот тебе запрет на выезд, вот тебе проценты, вот тебе все. Ты уже по пояс вырастаешь в святую землю, это называется. Когда ты все уже, тут у тебя кредиты расчехленные, выезда нет, проценты пошли на проценты, тут проблемы с работой, и ведь тоже люди обмолчат об этом, а много людей так живет. Это же видно, что на самом деле много. Вот это, конечно, было таким основным моментом, как вот эта банковская система. Ну и потом, конечно, было удивление, то, что, ну это не то, что удивление, это вот знаешь, как я тут недавно смотрел какое-то интервью руководителя АвтоВАЗа. Его спросили, а что вы не делаете машины лучше? Он говорит, а зачем? А зачем? И вот знаешь, мне всегда хотелось сказать, почему жилье вот такое вот? Ну почему? Вот вокруг же, вот возьми любую страну, уже есть стеклопакеты, уже есть какие-то наливные полы, уже есть короба, там, проводка, столько технологий. Ну, а зачем? Вот, а в Израиле, мне кажется, вот сейчас любой хозяин квартиры скажет, а зачем? А в Израиле всегда, она была всегда страна репатриантов, всегда приезжали, всегда был дефицит, спрос. Зачем? Я вот ни в одном старом доме не видел, что где-то там кто-то установил современную электропроводку, поменял там какие-то коммуникации современные, поставил стеклопакеты. Вот это вот, ну, не нужно совершенно людям. А зачем? Вот прорыв, конечно, вот я пока работал, действительно, я видел на квартирных переездах, какой рывок, уже новые, да, застройка Израиля, какие действительно красивые дома, вот толстые стены, ну, действительно, к современному жилью, хотя там тоже мы возили и кухни новые, оно кажется, все так, ну, там, тут угол не сходится, тут криво, тут косо, то такое, знаешь. Но это же такое, это вот, знаешь, издержки Ближнего Востока, я называю. Ну Вот да. это, конечно, было очень странно. Ну, плюсом и немножко вот это вот и их, как бы сказать, вот это вот наглость этих людей, которые сдают квартиры. Ну, опять же, у меня две квартиры было хороших, но у меня опыт есть, я видел там проблемы, в которые там наши знакомые люди, там, с кем учились в Ульпане, попадали вот в эти проблемы, когда действительно люди снимают эту халупу, вносят этот депозит за 3 платежа,
а потом люди не могут вернуть, им там вменяют непонятно что, люди уже там с ума сходят, и стены перекрашивают, и все делают, а цель-то не в этом. Цель там, ну, как говорится, с паршивой овцы, как говорится, знаешь, хоть шерсти клок, съезжайте, но тут хоть с этого содрать, с этого, это тоже. И я заметил, вот знаешь, вроде бы как же получается, это вот люди, да, которые основывали Израиль, и в то время, да, это же, в общем, такое, это же были, по сути, так вот, какой коммунизм, социализм на Ближнем Востоке строился, да? И, казалось бы, вот Израиль, он должен иметь такие прям очень сильные вот эти социальные корни. Но, наверное, так и было. Но сейчас это уже все в такое свернуло, в жесткий капитализм. Я вот вижу, что буквально даже по этому суду я видел, ну, по многим, вот по этому конфликту с риэлтором, когда нас просто вот, мы плакали, стояли, нас обманули, у нас забрал риэлтор 3000 шекелей. Просто снял комиссию, квартиру мы не получили, и мы стоим, и эти деньги, ну, просто для нас прям решающий момент, мы там плачем, и, ну, никакого сожаления нет, и вроде бы вот так и хочется думать, ну, вот там, перед лицом какой-то опасности, вроде бы, знаешь, сплоченная нация, все такое, а потом вот когда, знаешь, вот коренные израильтяне, у которых вроде все хорошо, и не надо так конкурировать, ну не надо так себя вести. Зачем вы? Вот вы же видите, в какой мы ситуации беспомощной находимся. Мы тут стоим, у вас чуть ли не на коленях плачем, верните эти деньги. Ну, за эти вот 3000 шекелей, что там у нас, ну, так, как ты знаешь. Ну, были моменты разочарования. Хотя сейчас уже все это, знаешь, все равно вспоминается море, наши прогулки, наши велосипеды, как мы катались, наши друзья, фрукты прекрасные, море. Ты говоришь, что вы типа ни о чем не жалеете, но при этом как бы условия труда были такие себе. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, что вот я же вижу, как вот большинство людей, особенно в тех местах, где мне вот доводилось бывать, там, ну, я там и были моменты, общался с людьми, кто уже много лет работает очень тяжело, да, и я понял, что если я раньше думал, что вот я там работал, когда в России жил или в Европе, то, что я работал, то я вообще, в принципе, не работал. Это вот то, как люди работают, вкалывают в Израиле, вот это работа. А я вообще к этому не был готов изначально. Потому что, как бы, ну, как говорил Максим Горький, богатство общества определяется количеством свободного времени у его граждан. Ну, что-то подобное. Есть такая фраза. Вот. Так если ты будешь иметь в Израиле свободное время, то ты будешь голодный или ты будешь на улице, да? А если ты будешь под крышей с питанием, то у тебя не будет свободного времени. Ну, вот это как-то такой, что называется, низкий индекс человеческого развития. Когда вот когда ты только какие-то блага можешь покупать исключительно благодаря за доп. Часы. Ну и что ты об этом думаешь? Что как бы, это была причина вашего решения вернуться? Или что было причиной? Вообще, как бы изначально у нас была и есть мечта, я вот люблю мотоциклы, я люблю автомобили, я люблю все это ковырять, ремонтировать, разбирать, люблю как-то вот жить уединенно, да, на земле. И я просто с первого дня, ну, как бы, ну, я понимал, что вот как тебя репатриация, миграция, как она тебя затягивает. Потому что сначала там ты думаешь, вот, мне сегодня тяжело, я тут с выставок с улицы там приношу кресло домой, тащу, как классно, вон торшер кто-то выставил, я его притащил, он еще работает, все здорово, сейчас все будет лучше, вот сейчас мне тяжело, я закончу ульпан, а дальше мне тяжело, потому что еще плохо знаю иврит, а тут вот мне еще тяжело, я не подтвердил какой-то диплом, и еще, а годы идут, а потом оно вот и все, понимаешь? А потом ты приехал туда, назад, и ты посмотрел, что те, кто просто делал спокойно свое дело, они вообще совершенно уже на других позициях. Они уже ушли вперед, а ты вот как бы там остался. И какие наши были цели? Вот я всегда хотел, да, иметь дом, жить в частном доме. Ну, как бы я уже вот с первых дней начал эти вопросы изучать, что такое купить землю в Израиле, что такое купить дом. Ну, это уже сразу стало смешно. Просто даже обсуждать не стоит. Вот. Если дом на ножках стоит 1 000 000 шекелей под ливанской границей, а такой же дом на ножках где-то ближе к центру стоит уже 500 000 евро, то о каком доме может быть речь? А вопрос, ребята, ну вот сегодня вы живете, платите схерут, завтра, может быть, в Машканту вступите, чтобы что? Когда я его выплачу? В 90? Или я умру, она там перейдет моим этим предкам, моим наследникам этой Машканты? В чем кайф жизни? Где вот эта жизнь? Та самая. Ждать просто, вот это верить во все. Ну, как бы я понял, что я цели, которые вот мои простые цели жизненные, вот иметь дом,
иметь там гараж, мотоцикл, свой там грядку, знаешь, свое хозяйство, и не ходить вот так нос к носу с соседями. Как бы, знаешь, мне не надо много, мне надо, чтобы мне хватало. И я понимал, что вот это вот с учетом площади Израиля, да, с учетом перенаселенности, ну, исторических моментов, когда много и с деньгами людей приезжало, потому что такая цена на недвижку, может быть, там, не знаю, как она формировалась, почему такие цены в Израиле. Вроде бы эти дома на ножках, они же построены, посмотри, ну, по примитивным же технологиям. Просто вот бам-бам, ножки, коробка, и потом дырки бьют в стене, проводят трубы снаружи. Ну, дешево же, казалось бы, это даже... И строили на скорую руку, чтобы когда репатриация, волна репатриации шла большая, чтобы их всех расселить. Решить квартирный вопрос, строили дешево, быстро. А как вот оно так получилось, что оно вот сейчас вот по миллиону шекелей такие эти комнатушки стоят, такие домики, я не понимаю. Ну и вот как, представляешь, ну я как бы мало себе представляю, как миллион шекелей выглядит, или как его выплатить в обозримом будущем, знаешь. А где жизнь? Вот как бы, ну опять же, знаешь, это все у всех индивидуально, каждый под словом «жизнь» что-то свое понимает. Я тоже людей сейчас понимаю, а вот я там к твоему видео там читаю комментарии, ну вообще, когда какая-либо критика или обсуждение Израиля, людей начинают бомбить жестко. Как же так, мы вот здесь всю жизнь, мы вот тут провкалывали, проработали, мы патриоты, а вы такие сволочи неблагодарные, вы не патриоты, вы вообще кто непонятно кто. Начинается вот это, ну ты сам знаешь, как бы всю историю. Вот, ну, ты знаешь, вот, ты знаешь, я приехал, чтобы жить лучше. Если я живу хорошо, то я вот все делаю, чтобы моя жизнь еще лучше стала, да. Я не хочу жить хуже. Причем неопределенное количество времени. Не вот эти вот истории, там, то, что у вас там трудно первый год, первые 5 лет, первые 10, а потом все будет классно. Ну, если бы, я не знаю, был бы какой-то горец бессмертный, я бы, наверное, поиграл бы в эти игры, там, 100 лет на это потрачу, там, потом еще на что, 100 на что. А у меня просто на это время, я хочу жить здесь сейчас. Я просто хочу готовить завтраки по утрам. Ты ремонтировать свои мотоциклы, понимаешь, и заниматься чем-то, что-то творить. Ну Вот, а я и в сколько, Израиле, ну, я понимал, что я дальше дома на ножках, я никуда это не стартану. сколько по времени прошло, вот, когда ты пришел к этому пониманию? Когда начал мебель таскать, когда скинул вес, а я приехал, такой уже, знаешь, больше это. Я тебе скажу, что я когда уезжал, у меня такое было состояние, знаешь, причем я, ты знаешь, я кайфовал от этого состояния. Я весил 62 килограмма, у меня по телу шли вот такие зеленые вены. Прям их было видно. Это прям анатомию человека можно было изучать. Я был такой, знаешь, как масай такой. И мало того, тяжелая работа. Я встаю там в 5 утра, мне надо ехать на тяжелую, у меня там 5 квартирных переездов на 15 часов работы. И казалось бы, и ты знаешь, я такую чувствовал легкость. Я заваривал кофе, я включал в 5 утра музыку на балконе. Я прыгал, я головой касался потолок. Вот такая была легкость вот в этом плане, то, что ничего не успевали, да не то, что не ели. Выпивали по 5-7 литров воды в день, в туалет не ходили. Слушай, все с потом выходило. Вот это такая была, знаешь, такой драйв для меня был. Честно, я вот абсолютно к этой истории, то, как я вкалывал, я не отношусь негативно. Это, знаешь, был хороший опыт для меня. Чтоб, как говорится, не забывать, когда, ты знаешь, там расслабились там на своих грузовиках или там где-то там что-то у вас есть, какой-то доход, чтобы, знаешь, не забывать, как вот оно, а деньги-то вообще откуда они берутся. Вот, поэтому... Ну и, ты знаешь, я вот это все потаскал, а мы еще, знаешь, еще как бы год работаешь и ждешь, вот то, что мы летом всегда там с женой уезжали на долгое мотопутешествие. А как мы могли себе это позволить, это мотопутешествие? Потому что у нас не было никогда схерута. У нас дома, квартиры были свои. Грузовик я в России поставил на стоянку, который стоит, стоянка, там 100 шекелей в месяц. Оплатил коммуналки, которые стоят еще 100 шекелей в месяц. Все. Мы сели на мотоцикл, мы можем себе позволить 30, 40, 50 дней мы ездили по Европе. 50 дней путешествовали. Просто с палаткой, там, по мотелям, по отелям. Понимаешь? И я уже вот понимал, что даже вот такие вещи, как вот сделать такое вот путешествие, я уже с этих позиций, с этого схерута, я уже не смогу. Понимаешь? Я уже начал как бы вот это все понимать, до меня стало доходить, что вот эти вот как бы заманухи постоянно, а еще потерпи, а вот надо подождать, а еще надо подтянуться, а вот завтра будет светлое будущее. Ну, как бы я говорю, я уже в 50 лет как бы это не вижу так, что вот это будущее будет. Вот оно уже есть, и вот я живу так, как есть сейчас. Вот, и, ну, еще к тому же, а еще знаешь, как было? Я же говорю, мы
первый год, первое лето 2022 года мы пропустили. У нас был ульпан, экзамены, нам нужно было выживать, нам не до поездки было куда-то в Россию, но мы просто физически не вытянули бы эту поездку ни по билетам, никак, да. А в 23-м году, уже вот на второй год жизни в Израиле, мы все-таки решили, ну давай, как-нибудь попробуем, вырвемся, поедем. Как будем вырываться? Ну, у нас денег нет. Думаю, окей, мы накопим на билеты. Туда, обратно, ну, на мотопутешествие поедем, думаю, в Среднюю Азию куда-то. Думаю, 1000 евро, 4-5 тысяч шекелей нам вот так хватит на двоих, на все, на шикарное путешествие. 5000 шекелей. Думаю, окей, мы их сейчас с тобой накопим. Думаю, а что будем делать с квартирой? Квартиру надо пересдать. Вот такой вот мужик хабаровский, который вот хозяин нашей квартиры, репатриант, старый ватик с 90-го года. Говорит, да нет проблем, ребята, ищите себе квартирантов. Приехало 2 семьи из Подольска, ну там 2 брата, родные братья с женами и с детьми. Вот они как бы на 2 семьи на первое время решили, что как раз вот все совпадает. Мы их даже не видели. То есть мы улетели, а они прилетели на следующий день и поселились в нашу квартиру. И как бы переняли на нас, ну все, это, как знаешь, саблет это, кажется, называется правильно, да? Они взяли на нас, и все. А у нас был какой план? Ну, мы уже на тот момент, когда мы вот этот отпуск планировали в 2023 году, это был август, мы уезжали в начале августа, и был такой момент, что мы уже понимали, что, ну, наверное, мы так долго уже не сможем, все это уже нас начинает напрягать, все это тяготить начинает. Мы уже решили, что давай, сейчас мы едем в отпуск, вот там попутешествуем на мотоцикле, у нас дочка побудет там с бабушками, отдохнет, все. И в сентябре она уже пойдет в Россию в школу, уже одна там останется с бабушкой. Мы уже в сентябре приезжаем после путешествия, или в октябре приезжаем в Израиль, и мы остаемся вдвоем здесь, без ребенка, на 3 месяца. Мы эти 3 месяца впахиваем, максимально там готовимся к отъезду, распродаем все, что мы закупили, эти стиральные машины, холодильники, там мебель, все это распродаем, и мы как думали, что вот мы без ребенка еще 3-4 месяца вдвоем пробудем в Израиле, все, Израиль как бы красиво закрываем, все распродаем и уезжаем. Был такой проект. И вот мы приезжаем в Россию, это начало августа, сели на мотоцикл, все, упаковали палатку, уехали. Вот мы сентябрь пропутешествовали вдоль афганской границы, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, ну так хорошо попутешествовали. И мы уже вернулись вот такой по холодной погоде в Пензу, 4 октября, вернулись без денег. Ну, там у нас было на билеты, буквально на обратные только деньги. И представляешь, и тут случается через 2 дня 7 октября в Израиле. И ты знаешь, вот это, а мы еще находимся не в Израиле, вот эти новости, все вот это, то ли война, то ли что происходит, непонятно. Со всеми там, кто остался в Израиле на связи. И ты знаешь, что у меня одна была мысль первая, что, ну, если в Израиле как бы без того, вот, ну, в экономическом плане, там, в плане налогов, всего, вот такая непростая жизнь, а вот сейчас как бы, ну, вот эта там, война как новая, да, начинается, еще что-то подобное, но это же все равно ляжет на плечи граждан. Это будет еще тяжелее. Дальше будет еще сложнее. И мне почему-то показалось, что вот Израиль, он еще попадает на какой-то вот очередной затяжной военный конфликт, из которого он вроде бы как-то выходил на несколько... Ну, это же как бы такая перманентная история. Всю историю Израиля длится. Вся эта военная история. Но здесь вроде было какое-то затишье определенное. Мы пока жили там, ну, пару раз видели прилеты ракет с Ливана, да, со стороны Ливана мы видели. А тут я понял, что вот эта история, она будет иметь последствия для всех. Ее люди увидят в магазинах, в ценах, опять в новых и без того высоких. И тут вот уже, как знаешь, спонтанное решение возникло. Просто вот сейчас решаем на месте. Либо мы сейчас покупаем билеты и летим, либо мы остаемся. И в какой-то момент остаемся. Связались с этими ребятами, кто у нас на Саблет взял квартиру. Сколько вы еще можете там продержаться? Ну, вам необходимость есть в этой квартире. Ну, они говорят, мы уже хотим разъезжаться там. Причем, знаешь, как интересно, когда эти люди, когда я их нашел, еще летом до этого, я их нашел в группе, вот группа, которая, ну, по репатриации в Израиль. Это 2 семьи из Москвы. И они там вот мне такое рассказывали, что мы вот приедем, сейчас у вас там поживем, потом мы это сделаем. Я говорю, судя по вашим интонациям, вы не будете здесь жить, вы уедете.
Да ладно, там что-то такое говоришь, они нам, тем более, а как ты вообще такое говоришь, ты же заинтересован, наоборот, нам квартиру сдать, а ты нас тут отговариваешь. Говорю, нет, я говорю, я вам не отговариваю, я просто вот купил пакетик с попкорном, и я вот буду смотреть. И так получилось. Они потом уехали тоже. Ну вот, я тебе говорю, я смотрю, это за 2024 год 84 тысячи человек, потери Израиля. Это уезд. 84 тысячи. Приехало 32 тысячи в 2024 году, уехало 84. И эта тенденция вот последние 5 лет идет, и идет, и идет. Это по официальным данным. Может быть и больше. Может быть и больше. Вот. И ты знаешь, и самое, что интересно, я тебе так скажу, в общем, в итоге я поехал. Ну, а что делать? Ты понимаешь, мы в России уже, я и до репатриации уже работал в Европе, я уже 4 года ничем не занимался. Жена у меня так стихийно начала через агентство искать работу педагогом, ну, по своей специальности. Ей предлагают вакансию интересную в Москве по ее, как бы, специальности, а я так бы, ну, моментально не могу сориентироваться, думаю, слушай, а почему бы мне не вернуться на прежнюю работу, попробовать в Эстонию? Думаю, а как же мой эстонский ВНЖ? Его же, наверное, закрыли, я же там не работаю, налоги не плачу. Думаю, ну, надо по факту пытать счастье. Звоню шефу, я говорю, ты меня ждешь? Он говорит, да, хоть завтра. Все. И ты удивительно, а там система так устроена, там теперь там как безбарьерный въезд, там уже нет этого пограничника в Эстонии. Там прикладываешь российский паспорт на территории Эстонии, российский, к турникету. И он уже по номеру вот этому, по штрих-коду там какому-то видит, что у тебя есть ВНЖ. И такой, бамс, сейчас если дверь не откроется, вот это ворота, я еду назад. И мне дверь открылась. 2 года я отсутствовал в общей сложности. Дверь открылась, ВНЖ никто не закрыл, и все. И я начал работать. Я поработал 2 месяца, а нам же нужно закрывать Израиль. У нас уже все из квартиры съехали, там хозяин не понимает, что происходит, квартира там, в общем, такая ситуация, мы приехали. Там уже живут другие люди на нашей мебели. А мы приехали, понимаешь, нам надо битох леуми, нам надо все закрыть. Вы поехали вместе с женой опять? То есть вот смотри, как получается. В августе мы уехали как бы в отпуск. В октябре мы по факту, после 7 октября, мы решили оставаться. Жена поработала до Нового года, я поработал, и мы в конце декабря 23 года мы прилетели. Через Польшу мы прилетели в Израиль. И нам негде ночевать. Понимаешь, ну а нас никто не зовет. Ну, мы особо не напрашивались, все как бы знали, что нам негде ночевать. Ну, люди находчивые, мы ночевали в бомбоубежище 3 недели. Каждый вечер нашли один парк в Нарии, тихий парк. Там такое прекрасное место, тихое, сухое бомбоубежище, туда никто не заходит. Лежат эти армейские такие новенькие матрасики. Мы там соорудили себе это самое постель. Каждое утро мы просыпались, эту постель запаковывали в сумку, прятали ее там в тайник под лестницей, выходили в город, шли там куда-то в кафе, в туалет, умывались, чистили зубы. Каждое утро у нас булочки, кафе Афух. Все, мы там на 40 шекелей мы завтракаем, и идем у нас битох леуми, мы до обеда какими-то делами занимаемся, потом упаковываем вещи, потом бутылочку вина, бутылочку пива, мы идем днем на море посидим, после обеда опять мы возвращаемся к делам. У нас вещей много собралось, мы много распродали вот за эти 3 недели вещей, мы закрыли резидентство, ну, ты сам знаешь, как это все работает, нужно закрыть резидентство, там, продать холодильник, стиралку продать, там, шкаф, то-то все, там, какие-то вещи раздарить, раздать, отдать на хранение. Ну, самые ценные набрали 6 больших картонных коробок, 115 килограмм. Это вот такие ценные вещи, там, знаешь. И думаем, ну, отправим их в транспортные компании. Все, нам там посоветовали хорошую транспортную компанию. Забыл название это. Это логистик. Ну, не суть. Приезжает курьер на каблучке, все такое, знаешь. Курьер к нам к подъезду в Нарии, выносит весы. Все, как мы договорились с транспортной компанией, что вещи должны быть ничего запрещенного, все должно быть упаковано в коробках. И вот, знаешь, это была последняя вишенка на торте. Это последняя вишенка на торте была. Вот ты знаешь, это, как сказать, не было такой лужи, такой ямы с говном, куда бы я не упал и не извалялся полностью. Вот я не обошел в Израиле никакого, и даже вот это вот, даже отъезд. Такой, казалось бы, ну уже что проще, ребята, отправьте вещи транспортной компании. Приезжает вечером каблучок, все как договаривались с фирмой. Значит, 6 картонных коробок. Он приезжает у нас в парадном, в подъезде выставляет весы.
взвесили. На каждой коробке открыты. Там опись имущества, что в коробках. Все взвесили, посчитали доставку до Москвы. 500 евро, 3000 шекелей. Оплата на месте. Все. Ну, ты представляешь, это вот как такое бывает? Ни вещей, ни денег, все. К тебе приходит грабитель, ты ему выставляешь все с описью, и еще за то, что он приехал к тебе грабить, ты еще оплачиваешь ему 2000 шекелей. Все, вещи пропали. Потом я уже начал копать, эта фирма, слушай, я не могу вспомнить, да уже не важно. Ну, а что, типа, тебе не дали наверное, квитанцию какую-то или еще что-то? Там оказалось, что это уже, понимаешь, ну как, это вот девочка какая-то тоже, репатриантка. Как вы нашли эту фирму? Сарафанное радио, вот коллега моей жены, тоже девочка одна там из России, до этого месяцем ранее отправила в Россию свои вещи. Тоже собралась возвращаться, отправила вещи свои. Вот, говорит, транспортная компания хорошая. Ну, я так думаю, ну все же, жена как бы эти вопросы решила. Ну, что мне проверять, это же Израиль, тут все. Ну, в итоге я уже выяснил потом, что у них нет офиса в Москве, у них нет офиса в Израиле, у них нет городских телефонов, у них какие-то левые сайты, какие-то, ну, в общем, и только после этого я понял. А вот у меня иногда жена приносила домой какие-то классные вещи, купленные практически новыми за какие-то деньги, 10-15 шекелей. Вот, думаю, как ты это покупаешь, где ты это находишь? А я понял, что вот наши вещи потом попали вот туда же, куда-то вот. Откуда приносит все это? Ну, я говорю, вот такая была история. Ну, ты знаешь, с другой стороны, знаешь, это как вот как цитата из того фильма. Человек бывает счастлив дважды. Один раз, когда покупает автомобиль, и второй раз, когда его продает. Вот ты знаешь, какая была эйфория, когда мы ехали, когда мы сидели в Домодедово, вот этой декабрьской такой ненастной погодой, там, такие воодушевленные, такие. Вот это такое было состояние крутое. И ты знаешь, какое было крутое состояние в этот декабрь, январь, вот когда мы 3 недели ночевали в этом бомбоубежище, в этом Микладе. Это такое же ощущение, когда ты заканчиваешь работу где-то, и вот ты собираешься увольняться, и ты вот каждый день уже... И там впереди какая-то неизвестность, ты что-то там может быть 100 раз хуже будет или лучше, это не важно. Вот впереди какая-то неизвестность. И вот здесь вот, ты знаешь, я на Израиль вообще по-другому, совершенно другой взгляд на Израиль. Понимаешь, вот эти 3 недели, мы как дети. Катя у нас в Пензе, мы тут встаем, ходим в туалет в кафе, тут пьем тут на скамеечке кофе, едим булочки, какие-то решаем вопросы. Мы уже не волнует аренда, никакие счета, никакие схеруты. Мы вот, знаешь, вот как-то как дети. Вот это самое счастливое было, вот, знаешь, самое счастливое время в Израиле, вот эти были последние 3 недели, когда мы не были уже обременены ни работами, ни счетами, ничем. Вот такой вот опыт. И потом вот, когда вы уехали, что было потом? Ну, мы из Израиля уже в январе, мы 3 недели вот провели, все распродали, мы закрыли резидентство в Битох Леуми, потому что я же не знал, что вот это, если не закрыть резидентство, у тебя будет эти там около 200, там не 200, какая-то сумма там 150-200 шекелей, она ежемесячно будет накапливаться у тебя в качестве долга, чтобы это избежать. Еще плюс вот эти же все истории, как с Hotmobile, это же вообще такая адовая контора, неуловимые, у которых нет офиса, куда невозможно прийти, ничего закрыть. Я даже до сих пор не удивлен, что я даже до конца не смог этот интернет заблокировать. Все, это же так все устроено, что это вот, знаешь, если ты дверцу в этот портал открыл, ее уже закрыть назад очень трудно. Вот. И вот вы вернулись, и получается, чем вы занимаетесь? Ну вот у меня сейчас жена пока, да, до сих пор работает там в одной семье, она работает в Москве, вот в этих коттеджных поселках, знаешь, которые там вокруг города, где живут люди состоятельные. Вот она там сейчас работает, так, 2 недели она работает, 2 недели отдыхает. В принципе, неплохие деньги сейчас за это платят. Педагоги востребованы очень хорошие, платят неплохие деньги. У меня вот пока моя работа, вот я, кстати говоря, скоро заканчиваю. Я заканчиваю, вот еще мне осталось поработать буквально 3 недели. Я еду назад в Россию, и уже будем собирать семейный совет. Будем думать, какие у нас планы и стратегии дальше. Куда будем идти, смотреть. Будем смотреть по обстановке там, что, где, как происходит. Как-то надо реализовываться, потому что, я говорю, есть цель. Есть цель, у нас есть как-то такая, знаешь, недвижка
Ну, такая, она как разрозненная, знаешь. Тут дом, который вроде как дом, но он старенький, а тут у нас одна, вторая квартира. Ну, в общем, если все это как-то сгруппировать, перестроить, ну, можно как-то это, выйти на свой дом, в конце концов, на участок земельный. Ну, посмотрим. Есть, в принципе, возможность и в Европе жить. Ну, тут свои вопросы. А, Мы еще пока об этом не думали. Кому, по-твоему, Израиль подойдет и кому не подойдет? Ну, вот смотри, знаешь, я так считаю. Израиль нужно быть, ну, вот знаешь, как тебе сказать, вот нужно быть сионистом. Именно нужно быть вот прям с такой вот идеей, когда ты едешь, вот это вот мое, вот это вот все. И здесь вот когда ты с таким подходом, я считаю, ты уже ничего не будешь замечать. Ни вот этого мусора, ни где там что-то кидают, мусорят там, галдят и прочее, и вот это как бы состояние, которое мы, как это называется, хупца, да, правильно? Хуцпа. Да, да, когда вот эта вот дерзость, наглость, и это выставляется как некое такое положительное качество. Вот это Мгм. все подойдет тебе, все зайдет. Если ты очень много любишь и тяжело, задешево работать, это тоже вот как бы... Многие люди почему-то думают, особенно вот, знаешь, с гуманитарными специальностями, что вот там как бы я не буду учитывать опыт вот этот, у меня там все будет по-другому. Но на самом деле-то есть успешные кейсы, и я не буду это все обесценивать, их немало. Но в большинстве случаев, особенно людей, ну, как бы с гуманитарными профессиями, все-таки ждет такое тяжелое не то что будущее, а такая встрясочка хорошая, что придется очень долго и, возможно, всегда, ну, заниматься тяжелым физическим трудом. И причем много, и нужно к этому быть как бы готовым. И это не, ну, это трудно людям этого избежать, потому что уже это сколько поколений прошло через это. Поэтому вот я считаю, если ты готов очень много, по 12 часов 6 дней в неделю работать, это вот нужно ехать, да, нужно. Вот. Или нужно быть вот прям таким уже идейно, или нужно быть религиозным человеком. В остальном, я считаю, что если ты, ну, как бы такой вот носитель определенного там европейского какого-то, я не знаю, там советского менталитета, ну, лучше воздержаться. Ну, или приехать как-то пробно попробовать, знаешь, просто как пожить, посмотреть, вникнуть в быт, посмотреть, вообще твое это, не твое. Вот плохо, что нет такой, как бы, знаешь, ну, чтобы люди, как бы потенциальные мигранты, ну, могли как-то, знаешь, как какой-нибудь, не знаю, как условный трудовой лагерь, там, знаешь, приехать месяца на 3 поработать, чтобы там посмотреть, чтобы люди поняли, что дальше, какие там у них реальные перспективы. Ну и уж если вы собрались, но опять же, вот я считаю, при этом смотри, э, если бы сейчас вот все отмотать назад и сказали бы, а вы бы еще раз репатриировались, да, да. Это был шикарный опыт. Это был шикарный опыт. Это куча новых знакомых, новых знаний, расширение кругозора. Но это была прекрасная история. Как я эту историю, вот, это уже часть моей жизни, Израиль, понимаешь, ну, что здесь можно сказать. И поэтому я считаю, что если у кого-то есть подобные мысли, ну, почему бы нет? Ну, дерзайте, пытайтесь. Что? Как говорится, это не то же время, когда уезжали из Советского Союза, когда нельзя было с собой там забрать какие-то деньги там или лишали гражданства, уже не было дороги назад. Не продавайте недвижку, и что это? Ну, посмотрите, мир же открыт. Это знаешь, как сейчас такая идет, не только там в Израиле, это я знаю, это и в России есть, там и в Израиле, и в других странах, знаешь, такая игра на чувстве патриотизма. Ах, вот ты такой, вот ты там хаешь Израиль, или там ты вот там не жил в России, куда-то уехал, значит, ты не патриот. Да, ребята, это все просто какая-то дешевая спекуляция на слове патриотизм, потому что это вот такой вот товар патриотизм, знаешь, под вот таким благородным словом можно задвинуть все, что угодно. Любую эту ерунду можно в голову убить. Вот ты не патриот того или сего, или этого. Как бы сейчас, ну, 21 век, такое время. Человек, я считаю, он может любить свою страну, любить весь мир, пожалуйста, пытайся жить, и весь мир открыт. Ну, в общем, я так считаю, что я бы это повторил. Вот знаешь, же как устроено у человека сознание, да? Вот эти какие-то моменты, финансовые траблы, там нас обманули, тут что-то не пошло не так, но оно же, мозг это не может держать в голове. Все это улетучивается. Это вот как бы, представляешь, если бы каждый раз твои все негативные эмоции, которые ты у стоматолога испытываешь, если бы ты хранил их в себе за всю жизнь, сколько там ты испытал страданий в кресле, ну это с ума сойти можно, потому что все уходит из головы, остаются прекрасные моменты, остаются вот эти пляжи,
запахи цветов, фрукты, ну, все вот, все, что вот то, что мы полюбили в Израиле, и это уже как бы, и, ну, я не думаю, что, я как бы не вижу, что вот как ситуация, прорыв какой-то произойдет, что сильно изменится. Ну, ты видишь, сейчас мир вообще непонятно на грани чего находится, весь. Мгм. Это же не только какой-то вот конфликт там военный там или здесь, это же ты видишь мир куда-то идет сейчас в цифровизацию, это вообще еще неизвестно. О чем мы будем говорить через 2 года, какие у нас вообще будут эти вопросы на повестке дня стоять. Может, Мгм. все, что сейчас мы говорим, это вообще будет каким-то детским садом, абсолютно. А вот дочка, она как, была рада уехать? Ну, ты знаешь, это же вот подростки, да. Когда мы собирались в Израиль, она ликовала. А потому что в школу не надо ходить, понимаешь? Потому что мы едем в какую-то волшебную страну, там пальмы, там все, там, может, и учиться так не надо будет. Вот она первый был голос, мы едем в Израиль. Потом как-то что-то в Израиле, тут, оказывается, учиться надо, тут надо тоже что-то делать, усилия прилагать. Мы уедем. Вот. Ну, а сейчас она вернулась, она вот закончила школу, ну, у нее колледж такой хороший, как бы по рекламе и прочему, там, ну, она творческий человек, занимается дизайном, изучает все, как бы сейчас уже так немножко, уже такой возраст, уже вот будет 19 лет, вот сейчас в январе исполнится, и уже мозги начинают потихонечку включаться, уже появляется уже мотивация учиться, тем более у нее там получается все, и вот, ну так. В общем, да, спасибо, что написал мне, пришел на интервью, рассказал свою историю. Ну, мне было приятно тебе это все рассказать. Я надеюсь, что при нашем приезде следующем в Израиль, я думаю, мы с тобой лично сможем познакомиться. Да, буду рад. Запишем там уже живое интервью какое-нибудь, у меня будут новости какие-то, что в моей жизни изменилось, смог ли я там свои какие-то мечты реализовать. Да, вторую часть запишем. Да, обязательно, обязательно будет продолжение. Ну все, пока. Все, пока-пока, всем хорошего просмотра, хорошего вечера. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.